Всем привет! На моем канале есть уже несколько каверов, которые я делал совсем без каких-то знаний музыкальной теории. Подписчики уже несколько раз просили, и сегодня я поделюсь о том, как я именно их делаю на примере последней песни с польской коровой. Итак, первым делом нужно, конечно, определиться с песней, на которую мы хотим сделать кавер. В моем случае это... Скачиваем песню на компьютер и затем переходим на сайт vocalremover.org. Здесь мы загружаем оригинал и разбиваем ее на отдельные аудиодорожки. Получаем отдельную дорожку с барабанами, басом, голосом и остальными инструментами. Этот шаг сильно облегчает следующие этапы нашего кавера. Я использую программу FL Studio для записи гитары и обработки аудио, и иногда для записи вокала. Просто так сложилось, что у меня были уже определенные знания в ней, и мне было проще в ней освоиться. А так, в принципе, можно пользоваться любой программой, которая вам покажется удобной. Также советую сразу проверить, сколько ударов в минуту в этой песне, сразу их выставить в программе и работать в оригинальном темпе. Просто забиваем в поисковике название песни и слово BPM. В процессе темп можно будет изменить, если вы хотите, чтобы ваш кавер был быстрее или медленнее оригинала. Открываем программу, вставляем нужный темп сверху и начинаем. Первым делом я обычно делаю барабаны. Для их написания я использую плагин под названием EasyDrummer 3. Где его брать, как установить и внедрить в FL Studio, можно поискать на YouTube или в Google. Выбираем барабанный плагин в дорожку одного из наших каналов, которые вот здесь открываются, и затем переходим в Piano Roll. Здесь каждая клавиша — это определенная часть нашей барабанной установки. Методом тыка пробуем, что есть что. Затем слушаем оригинальную запись барабанов, которую отделили от песни ранее, и по ней стараемся выставить барабаны и железяки в нашем плагине. Я стараюсь в две дорожки прописывать барабаны и отдельно железяки, так как в дальнейшей обработке удобнее будет накидывать эффекты и настраивать. Поэтому выставляем плагин на две дорожки и направляем их на две разные дорожки на микшере. После того, как у нас готовы две дорожки, которые максимально похожи на оригинал, их можно переделывать. Что-то убрать, что-то добавить, перекинуть какие-то удары с одного барабана на другой. Здесь зависит все от вашей фантазии. Далее я обычно предварительно прописываю гитару в цифровом виде. Здесь использую плагин Shreddage Free Hydra. По нему также можно всю информацию найти в интернете. Снова выставляем канал с гитарой и направляем ее на отдельную дорожку на микшере. Открываем Piano Roll и также выставляем ноты на нашей гитарной партии. Для этого я в интернете ищу табы или ноты на пианино и по ним выставляю все. В случае с этой песней здесь нету гитары в оригинале, поэтому я заменил вокал на гитару. И если вы так же, как и я, не знаете ноты, то можно ноты на табах проверять через виртуальную гитару. Нажимаем на Mark, затем на нужное место на грифе, чтобы высветилась нота. А если у вас есть ноты, но вы не знаете, где они находятся на пианино, то вот такие вот схемы можно тоже загуглить и по ним ориентироваться. Когда все готово, можно выставить нужную октаву. Для этого выделяем всю партию через Ctrl-A и опускаем или поднимаем стрелками при зажатой кнопке Ctrl. Можно еще поиграться и изменить несколько нот, или добавить palm-mute и квинты, где посчитаете уместным. Главное не заиграться, чтобы узнаваемость песни осталась. Затем я запускаю эту дорожку и перехожу в наш плагин и в лайв режиме уже подбираю, какой гитарный пресет лучше всего подходит. По гитаре в принципе готово. Зачем я прописываю цифровую гитару? Чтобы был общий скелет и понимание общей композиции песни. Также это облегчает запись своей гитары. Вы просто запускаете песню и играете поверх. А после записи своей гитары можно будет уже решить, избавиться от цифровой гитары или оставить ее второй дорожкой очень тихо звучать дополнительно. Но об этом позже. По остальным партиям немного сложнее. По второстепенным инструментам часто бывает сложно найти какие-то ноты. А на слух подбирать бывает тоже очень сложно. Поэтому можно поступить вот таким образом. Закидываете нужную дорожку в проект, например, бас-партию. Дважды клацаете по ней, чтобы открыть это окошко со свойствами. Затем снизу по дорожке кликаем правой кнопкой и выбираем Edit and Pitch Corrector. Этот плагин автоматически распознает ноты. Справа крутилку Center выкручиваем в максимум, а Variations в минимум. Таким образом, все ноты четко падают на свое место. Затем создаем новую дорожку в нашем проекте под бас, открываем Piano Roll, возвращаемся в New Tone Editor и нажимаем на кнопку Send to Piano Roll. Таким образом, ноты автоматически перекидываются в Piano Roll, и нам остается только чистить их от призвуков и ставить на нужное место. Сразу говорю, данный способ не всегда работает. И зависит от того, как хорошо плагин смог распознать ноты. Проделываем это все со всеми нужными нам дорожками и получаем примерно вот такой проект. Можно предварительно выставить громкость каждого инструмента и послушать, что получилось.
Также на этом моменте можно по желанию поменять скорость трека и выставить другой BPM. Ноты в партиях автоматически подстроятся под него. На этом этапе, ради личного удобства, я меняю компьютер, на котором я работаю, и мне необходимо перекинуть проект с одного компа на другой. А так как на втором ПК у меня не установлено много плагинов, я сразу вывожу каждую партию отдельной аудиодорожкой. Чтобы это сделать одним разом, открываем микшер, под каждой нужной нам дорожкой активируем красный кружочек, заходим на стрелочку, Disk Recording, Render to Wave Files. В итоге получаем каждую дорожку отдельным аудиофайлом. Дважды клацаем по одному из них, нажимаем на иконку с папкой и видим, где находятся наши файлы. Оттуда уже отправляем куда нам нужно. Я перекидываю все на другой комп, подгружаю каждый файл отдельной дорожкой в новый проект и распределяю номера на микшере каждому инструменту. Теперь осталось все свести в одну общую композицию. Здесь также начинаю с барабанов. Накидываю на них стандартный компрессор, эквализацию одну, эквализацию вторую. В них на свой вкус выставляю все методом тыка. Затем овердрайв, чтобы все мощнее звучало. А в конце клипер и еще один эквалайзер, в котором неприятные частоты вырезаю на слух. Примерно то же самое делаю с железяками барабанной установки. Дополнительно здесь накидываю плагин Maximus и все параметры выставляю на слух методом тыка. По записи гитары у меня все просто. Гитару втыкаю в гитарный процессор в комп, а на компе в FL Studio выбираю устройство на незанятой дорожке микшера. Активирую кругляши для записи звука, нажимаю play и записываюсь. Во время записи воспроизводится наша песня, и мы просто играем поверх. Иногда запись с небольшой задержкой. На слух двигаем дорожку на нужное место и готово. А если у вас, как и у меня, руки кривые, и вы не можете за один раз сыграть песню от начала до конца, то это тоже не страшно. Обрезаете просто неудачные пассажи и записываете эти дубли столько раз, пока не получится то, что вам нужно. По эффектам на гитару я накидываю 3 эквалайзера, небольшую реверберацию, деэссер для погашения режущих ухо звуков, компрессор, клипер и Maximus. И в конце также вырезаю неприятные мне частоты еще одним эквалайзером. Да, эквалайзеров много. Скорее всего, можно было бы обойтись одним или двумя. Но пока у меня не получается, и я каждым следующим эквалайзером правлю то, что не получилось в предыдущих. Касаемо цифровых гитар. Иногда их можно второй и третьей дорожкой оставлять, и они звучат дополнительно. Иногда это улучшает песню. Но в моем случае они только портили результат, получалось очень хаотично, и я решил их полностью убрать. Затем звук, который я обозначил как туту. Вот этот. Здесь использую софт-клипер, компрессор, лимитер, эквалайзер и реверб. Так как это второстепенный звук и он тихо звучит на заднем фоне, не сильно по нему парюсь. По остальным дорожкам я пытался, как-то игрался, вписывал их, но в итоге избавился от них, так как они просто все портили. На мастер-канал накидываем финальные штрихи. Это мультибенд компрессор, стандартный компрессор, эквалайзер, Maximus и лимитер. И в конце выставляем все дорожки по нужной нам громкости. Когда вам кажется, что все звучит хорошо, сохраняем. Для этого я захожу на файл, экспорт и сохраняю как mp3 файл. Но это еще не конец. Теперь нужно послушать на разных устройствах. Так как на каждом устройстве диапазон частот разный, то и песня звучит по-разному на нем. Я слушаю на колонках, в наушниках, на телефоне и через встроенные колонки ноутбука. Часто нужно поднять или понизить верхние, средние или низкие частоты, пока они не начнут одинаково хорошо звучать на любом устройстве. Таким образом сохраняем, слушаем и правим, пока нам не нравится. В случае с этой песней мне понадобилось аж 7 попыток, пока мне не понравился результат. И все. Слушаем, радуемся, снимаем незамысловатый клип, отправляем друзьям или выкладываем на канал. Надеюсь, что информация в этом видео может кому-то пригодиться. Еще раз повторяю, я поделился всего лишь своим методом, то как я это делаю лично. Это ни в коем случае неправильный вариант. Скорее всего, есть путь попроще, побыстрее, чтобы добиться того же результата или даже лучше. И возможно, через 2-3 кавера даже я уже приду к лучшему варианту, как строить свою работу. В то же время человек, который совсем не имеет опыта, может что-то взять из моего метода, либо человек, который уже знает, как делать правильно, может в комментариях поделиться своим мнением и сказать, что я делаю не так, что можно делать иначе. Спасибо всем, кто смотрит мои видео до конца. Как всегда, я очень рад вашей поддержке. Ставим лайки, комментируем, подписываемся.
Всем рока!